Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал от ТПА и не только. Представляем вам свой перевод на русский язык ролика с канала NYC CNC. Спасибо каналу NYC CNC за отличное видео. Привет, друзья! Добро пожаловать на один из самых увлекательных проектов, которые мы когда-либо делали – изготовление пресс-формы. Давайте поговорим о том, где мы купили пресс-форму, зачем мы это делаем, как мы это делаем, обсудим CAD, CAM и сам процесс изготовления. У нас очень жесткие допуски, глубокие отверстия и мелкие сложные элементы, которые нам нужно обработать. Нам нужно идеально настроить все оборудование, режимы обработки и параметры станка, чтобы получить качественный результат. После этого мы отправим готовую пресс-форму в Юту, где находится литьевая машина, и увидим, как выглядит финальное изделие. Давайте начнем. Это ряд пластин, которые вместе формируют пресс-форму. Мы будем подавать пластик, или в нашем случае резину, с помощью литьевой машины в эту пресс-форму под высоким давлением. В результате этого пластик поступает в формообразующую часть пресс-формы, которую мы разработали, чтобы в результате получилось готовое изделие, которое можно производить очень дешево и в больших объемах. Литьевые машины могут работать довольно долгое время без необходимости вмешательства человека в процесс, и именно так достигается высокая производительность и низкая себестоимость одной детали. Говоря без преувеличения, большинство современной продукции изготавливается с использованием литья под давлением. Все, начиная от вашего любимого набора Лего до большинства бытовой техники на вашей кухне или подошв обуви, которую вы носите прямо сейчас. Скорее всего, все это было изготовлено с использованием пресс-форм, которые обрабатывались на станках с ЧПУ. Я всегда слышал, что пресс-формы стоят баснословно дорого, намного выше наших возможностей, десятки, если не сотни тысяч долларов. И я думаю, что это все еще правда для действительно сложных форм, крупных размеров, точных допусков или массового производства. Но эта форма была не такой, учитывая то, что мы можем сделать с ее помощью. Мы купили основу пресс-формы DME Express. Это своего рода готовое решение, так что нам не нужно создавать основу с нуля. Мы используем заготовку, которая прибыла на грузовом поддоне. И теперь наша задача, во-первых, сделать гнезда формы для нашего изделия, которое мы будем производить, просверлить отверстия с зазором, произвести высокоточную обработку отверстий для толкателей, а также создать довольно глубокие сквозные желоба для охлаждающей жидкости с резьбой NPT для подключения шлангов. Мы начнем с этой пурпурно-синей плиты, где будут происходить все основные процессы. Нам нужно отработать два гнезда, слева и справа, которые составят основную часть нашего изделия, а также область в центре. Наш станок ЧПУ HAAS VM3, где M означает Mold Machine, станок для пресс-форм. Есть две особенности этого станка, которые делают его именно станком для пресс-форм. Во-первых, на столе этого станка есть перекрытые направляющие по осям X и Y, которые позволяют легко закреплять крупные пресс-формы. Многие пресс-формы для автопрома спроектированы для такого стола с рабочим ходом по ширине 66 см. Во-вторых, шаг винтов по осям X, Y и Z меньше. Это означает, что за один оборот сервопривода оси станок перемещается на меньшую величину. Это обеспечивает теоретически и практически повышенную точность. Это действительно тяжелый станок, он весит более 7 тонн. Мы были очень довольны качеством обработки и точностью, которую получили на нем. Изготавливая наши монтажные плиты бренда Saunders Machine Works, иронично, что только спустя 2 года после покупки станка мы наконец-то используем его для создания полноценной пресс-формы. Вот ссылка на видео, где мы рассказываем, почему мы купили этот станок, о производственном процессе и расчетах окупаемости. Я проверяю поверхность губок тисков, чтобы убедиться, что тиски Orange Wise установлены правильно, но на них небольшая стружка, из-за которой возникало отклонение глубиной 15 микрон. Я убрал ее и очистил поверхность, заново закрепил губки, и это устранило любое измеримое биение. При настройке нашего оборудования мы хотели, чтобы все получилось правильно с первого раза. Мы позвонили в техническую поддержку Harvey, чтобы они помогли нам подобрать правильные концевые фрезы, фрезы для обработки поверхностей и развертки для этого проекта. Мы хотим подчеркнуть важность проверки на биение инструмента с использованием высокоточных и эрцанговых патронов. Нужно использовать патроны точно подходящего размера. Например, для инструмента с хвостовиком 3 мм я должен использовать патрон на 3 мм, а не патрон большего размера, который можно сжать до нужной величины. Это обеспечит лучшее центрирование и надежность удержания, благодаря более плотному прилеганию. Биение инструмента до 5 микрон меня не беспокоит, но если оно превышает 8, 10 или даже 12 микрон, я использую плоскую отвертку с резиновой накладкой на конце, чтобы не допустить контакта металла с металлом, и начинаю слегка подбивать инструмент для его регулировки. Еще можно снять инструмент, патрон или весь держатель и попробовать повернуть их в разных комбинациях, чтобы убрать или уменьшить биение.
Мы очень внимательно подходим к процессу, используя динамометрический ключ для равномерного усилия зажима, хотя основа пресс-формы действительно толстая и прочная, так что это, вероятно, излишне. Затем мы используем индикатор часового типа, чтобы убедиться, что все выровнено по осям X, Y и Z. Для сверления мы используем сверла с углом заточки 135 градусов из кобальтового сплава от McMaster Carr. Эти сверла просто великолепны. Вот ссылка на выпуск, где мы рассказываем о том, насколько замечательны спиральные сверла для удаления материала, и при этом крайне недороги. Эти кобальтовые сверла отлично справились с обработкой полузакаленной инструментальной стали. Большую часть оставшегося времени видео вы увидите, как мы чередуем работу с охлаждением и без него. Отключение охлаждения помогает показать на видео весь процесс. Также есть немного положительных моментов в сухой обработке стали. Мы над этим работаем, но все же будем использовать охлаждающую жидкость на протяжении значительной части видео, чтобы эффективно удалять стружку и чтобы не пришлось заново проделывать обработку того же места, что может увеличить нагрузку на инструмент, сколоть торец фрезы и почти наверняка испортить качество поверхности. Мы хотим получить великолепную обработку поверхности для этой формы. Одним из ключевых моментов для получения действительно хорошего развернутого отверстия, то есть хорошей обработки поверхности, точных допусков и центрирования, является не только сама развертка, но и качество предварительно обработанного отверстия. Интересно, что несмотря на то, что сверла действительно высокого качества, они на самом деле не сверлят идеально круглое отверстие, они обычно оставляют отверстия, имеющие немного треугольную форму. Одним из моментов, которые я хотел проверить, было обеспечение действительно точного и стабильного диаметра предварительно обработанного отверстия перед использованием развертки от Harvey. Простой способ сделать это – взять дублирующее сверло и быстро просверлить как его кончик, так и хвостовик, вставляя их в отверстие, чтобы проверить их положение внутри отверстия. Положение было идеальным. Это также говорит нам о том, что скорость и посадка настроены правильно. Сейчас мы выполняем черновую и чистовую обработку траекторий для этой пресс-формы, и я должен отметить, насколько замечательная программа Fusion 360. Сейчас мы принимаем это как должное. Но когда я только начинал примерно 10 лет назад, было трудно найти хороший комсофт, а если это и удавалось, он стоил невероятно дорого. А траектория обработки 3, 4 и даже 5 осевых станков во Fusion 360 просто великолепны. И я знаю, что этим немного забегаю вперед, но пресс-форма получилась потрясающей. И во многом благодаря тому, что в данном случае мы используем чистовой инструментальный путь с траекториями Scallop, чтобы получить красивую и действительно качественную поверхность. Мы следим, чтобы нагрузка на шпиндель была всего 3 или 4%, чтобы убедиться, что он не собьется с траектории. Мониторинг нагрузки на шпиндель может быть полезен. Иногда это не просто номинальное значение, скажем, 10 или 20% нагрузки, но, например, при сверлении, если вы видите скачки нагрузки, это означает, что стружка не удаляется, и, скорее всего, инструмент или сверло могут сломаться. Так что следите за этим, особенно при обработке глубоких отверстий. Видите это место? Если вы следите за нами в соцсетях, вы, возможно, знаете, что у нас произошла поломка на станке Haas на этом проекте. Это случилось, когда я забыл измерить высоту развертки, так как был слишком сосредоточен на проблеме биения инструмента. Это и была моя ошибка. Вот ссылка на наше новое видео с неудачными моментами, где вы можете увидеть, как произошла эта поломка.
Мы используем операцию развертки во Fusion 360, которая находится в разделе Drill на вкладке цикла. В типе цикла мы выбрали Riemann, и вы можете видеть всплывающее описание, сравнивающее все эти опции. Основное отличие режима Riemann заключается в том, что инструмент не просто быстро поднимается из отверстия, а выходит с подачей. То, как инструмент выходит из отверстия, скорость подачи и скорость шпинделя могут сильно влиять на качество, центрирование и финишную обработку поверхности. Теперь мы выполняем черновую, а затем и чистовую обработку. Это литниковый канал, место, куда сначала поступает пластик, а затем он течет либо влево, либо вправо. Расплав попадает в наше изделие через эти тоннельные каналы. Одним из критических допусков, как будет видно далее, является то, как мы обрабатываем эти каналы, так как диаметр этого отверстия должен быть очень точным, а также быть идентичным диаметру другого такого же отверстия. Это позволяет пластику равномерно поступать в обе части формы. После того, как я успешно обработал большую часть этой плиты, я понял, что необходимо провести ее доработку. Для этого я повторно обработал деталь, используя концевую фрезу для устранения ошибки, и просто опустил эту плоскость на 3-10 микрон ниже остальной поверхности. Таким образом, при соединении плит пресс-формы они будут плотно прилегать друг к другу. Я смотрел на эту пресс-форму около 10 минут, пытаясь придумать, как удержать это относительно большое основание формы на нашем станке, и мне пришло в голову использовать тиски производства Tormach. Они подошли идеально и открывались достаточно широко, чтобы удержать деталь. Следовало помнить, что не нужно производить вращение на оси С. Далее я снова тщательно проверил все поверхности индикатором, чтобы убедиться, что выравнивание настроено идеально. Для обработки этих тоннельных каналов я повернул деталь на пятой оси, после чего мы использовали держатель Maury Tool AR32, который обеспечивал достаточную длину для того, чтобы инструмент достал до самого дна этого гнезда. На видео это может выглядеть не так пугающе, как было на самом деле, но уверяю вас, уровень напряжения был на максимуме, 10 из 10, когда стол повернулся в нужную позицию, а шпиндель и инструмент начали опускаться. Далее, те же сверла из кобальтовой серии от McMaster Carr, точнее Precision Twist, действительно отличная марка. Нам нужно просверлить отверстия диаметром 1 см. Мы будем сверлить их наполовину с каждой стороны. Сначала одну половину, затем перевернем деталь и просверлим вторую половину. Эти отверстия предназначены для каналов охлаждения. Один из ключевых моментов в литье под давлением – поддержание постоянной температуры пресс-формы и предотвращение ее нагрева, когда горячий пластик проходит через форму.
Каналы охлаждения с подачей охлаждающей жидкости – это основной способ добиться этого. Далее мы сделали отверстие под резьбу NPT методом интерполяции, а затем нарезали эту резьбу с использованием резьбы фрезерования до нужного размера. Да, вы можете нарезать резьбу NPT с помощью Fusion 360. Как объяснить, что при всем опыте в резьбе фрезерования начало работы всегда остается таким волнительным моментом? Большое спасибо компании Orange Wise. Мы уже довольно долго используем их полуметровые тиски из чугуна на нашем станке VM3. Недавно они выпустили новую модель – 45-сантиметровые однопозиционные тиски, но в традиционном 15-сантиметровом размере и с алюминиевыми направляющими. По крайней мере, при стартовой цене в $699 они выглядят отлично. Мне очень нравится, что направляющие поддерживают сменные пластины, как твердые, так и мягкие. У них даже есть встроенные направляющие. Это просто отлично. После этого мы обработали и другие плиты, где нужно было сверлить отверстия для толкателей и направляющие штифты во втулках, но единственным важным моментом была верхняя часть нашей пресс-формы. Это плита, которая в модели Fusion прилегает к пурпурной плите и имеет ярко-зеленый цвет. На ней есть два ключевых элемента. Первый – наш логотип, который можно едва заметить на готовом продукте. Логотип Saunders Machine Work. Второй – рассверленное отверстие, которое позволяет использовать сменный штифт, кончик которого можно подточить по необходимости. Важным моментом здесь было создание отверстия в самом центре заглушек нашей монтажной пластины, которая позволяет использовать шило или другой острый инструмент для ее извлечения. Кроме этого, проект был относительно простым и не вызывающим затруднений. Мы были действительно обеспокоены не только индивидуальными допусками и качеством поверхности, но и общими допусками всех плит в сборе. Все части пресс-формы должны были идеально сочетаться друг с другом. Большинство внешних элементов было уже выполнено на готовом пакете плит, но нам все еще нужно было сверлить и растачивать отверстия для толкателей, чтобы выравнивание было практически идеальным по всей модели. Если бы части формы не были выровнены, или если бы люфт на толкателях был больше, чем даже 30 микрон, то часть пластика могла бы просачиваться или вытекать через пресс-форму, что сделало бы ее совсем нерабочей, либо просто испортило бы ее. Когда мы закончили, мы упаковали форму, отправили в Юту, и отдельное спасибо Джонатану, который помогал нам с этим проектом. Он сделал многое, чтобы передать свои знания, обучая и тренируя людей в области литья под давлением. У него есть литьевая машина, и он помог нам изготовить это изделие. Мы запустили первую партию, и она оказалась отличной. Детали выглядят великолепно, пресс-форма работает прекрасно. Все идеально подошло, и это было настоящим успехом. Одним из самых значимых моментов для меня как самоучки в области металлообработки. Пройти путь от работы на настольном станке в своей квартире в Нью-Йорке до того, чтобы теперь с гордостью сказать, что мы действительно создали функциональную пресс-форму. Конечно, мне помогали в процессе, но все равно это было невероятно весело и увлекательно. И теперь мне хочется сделать еще больше. Друзья, надеюсь, вы чему-то научились и вам понравилось.
Спасибо за ваше время и внимание. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.